Откройте. Он не должен был выжить. Спокойствие Пневика — наш единственный шанс понять это существо. Добро пожаловать на мой канал «Мир научной фантастики». Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Орбитальная станция Кей-47 была построена для торговли, а не для секретов. Ее коридоры отдавали эхом десятками языков, доки принимали корабли со всех уголков известного космоса, а манифесты должны были быть скучными. Это была первая ложь. Груз был зарегистрирован как научное оборудование. Это была вторая ложь. К тому времени, как правда всплыла наружу, трое контрабандистов уже были мертвы, а станция Кей-47 оказалась на грани катастрофы, которую никакая бумажная работа не могла исправить. Элиас Мур проверял поставки в наблюдательном кольце, когда зазвонили тревожные сигнализации. Невежливые тоны для смен или уведомлений о швартовке. Эти сигналы кричали. Они прорезали станцию словно лезвие, вибрируя сквозь кости и металл. Его планшет отключился прямо посреди отчета, замененный красным экстренным текстом на всех экранах. Нарушение контейнмента. Грузовой отсек Дельта. Биологическая угроза класса 5. Необходима немедленная эвакуация. Элиас не думал. Он побежал. Станция мгновенно изменилась. Порядок рухнул перед инстинктом. Существа с 17 миров одновременно заполнили коридоры, сталкиваясь телами, голоса поднимались в панике. Таранянская торговка уронила ящики с шелком, когда бежала. Два инженера Хеликс бросили инструменты и рванули прочь. Воздух пах страхом, смешанным у видов, которые никогда не эволюционировали, чтобы делить пространство. Кто-то закричал позади него. Элиас взглянул на терминал общественной безопасности, когда толпа протолкнула его вперед. Прямая трансляция показала, что осталось от грузового отсека Дельта. Контейнеры были разорваны, словно их сжали божественные руки. 3 тела были разбросаны по палубе, броня срезана с ужасающей точностью. А в центре стояло то, что каждый гражданин галактики узнал мгновенно. Вайт-Клоу. Он возвышался почти на 15 футов, его бронированная шкура жила потрескивающей энергией, искрящейся по ближайшим стенам. 6 мощных конечностей заканчивались втягивающимися когтями, способными разрезать усиленные плиты корпуса. Голова была кошмаром из костоломных зубов и чужеродной симметрии. Длинные электромагнитные усики дрожали, ощущая распространяющуюся через станцию панику. Вайт-Клоу не были мифом. Они были причиной блокад целых секторов. Вид, обвиняемый в уничтожении 7 колоний. Существа, которые считались неспособными к разуму или сдержанности. Взрывные двери начали опускаться. Массивные усиленные плиты с грохотом закрывали секции станции, пока аварийный И блокировал их одну за другой. Элиас едва успел пройти через дверь укрытия, которая захлопнулась за ним с оглушительным грохотом. Голос командира ВОСа прозвучал по интеркому, спокойный, но напряженный. Все личный состав остается в зонах укрытия. Команды безопасности реагируют. Не вступайте в бой. Не пытайтесь бежать. Подкрепление в пути. Укрытие было переполнено. 40 существ стояли плотно, в тишине, прерываемой только дрожащим дыханием. Грузчик тихо всхлипывал в углу. 2 торговца Кельвин шептались. Семья Дравикс держала детей, которые пищали от ужаса. Стенные мониторы оставались включенными. Они наблюдали, как дроны атаковали Вайт-Клоу. Те были уничтожены за секунды. Энергетическое оружие искрилось по коже без эффекта. Существо двигалось с невозможной скоростью, не охотясь, а исследуя, растерянное и раздраженное. Затем оно достигло центральной площади. Сотни мирных жителей были заперты за прозрачными сплавными барьерами. Вайт-Клоу медленно обошел их, энергия нарастала с каждым ударом по щитам. Паника прошла через застрявшую толпу.
Элиас с растущим ужасом узнал это поведение. Это была не охота. Это был страх. Начальник службы безопасности РЕЛ отдавал приказы по открытым каналам. Дроновые удары провалились. Команды сдерживания отступили. Представители Совета требовали смертоносной силы. Но оружие, способное убить White Claw, разрушило бы корпус станции. Тогда на экране появился кто-то новый. Человек. Он выполз из обслуживающего шахтного люка, смотрящего на площадь, движения контролируемые, продуманные. Без оружия. Без брони, кроме легкого защитного снаряжения. Начальник службы безопасности РЕЛ мгновенно закричал: «Человек, идентифицируй себя. Эвакуируйся немедленно». Это приказ. Человек проигнорировал его. Его звали Аарон Хейл. Элиас наблюдал, как Аарон поднялся на верхнюю платформу, изучая White Claw через компактный аналитический визор. Его осанка не показывала страха. Только сосредоточенность. Энергопоток White Claw резко увеличился. Время заканчивалось. Аарон активировал что-то на поясе. Звук наполнил площадь. Негромкий. Даже неслышимый в обычном смысле. Он вибрировал через кости и нервы вместо ушей. Элиас больше чувствовал его, чем слышал. White Claw замер. Тишина опустилась на станцию. Аарон начал спускаться по лестнице. Каждое существо, наблюдавшее за ним, задержало дыхание. Самый страшный хищник галактики полностью повернулся к нему. Аарон достиг пола площади и продолжил идти. Ближе. Ближе. White Claw шагнул вперед, энергия трещала, как живая молния. Элиас почувствовал тошноту. Это было самоубийство. Но Аарон не остановился. Он вырос среди хищников на земле. Не метафорически. В прямом смысле. Его детство прошло рядом с дикими заповедниками, где медведи бродили свободно, а горные львы орали ночью. Его родители реабилитировали животных, которых никто другой не трогал. Он усвоил то, чего галактика никогда не знала. Страх делает существа опасными. Понимание их успокаивает. Аарон начал издавать другой звук. Низкий, ритмичный, знакомый ему. Материнские вокализации White Claw. Существо замедлилось. Аарон присел в клекоте. Ладони открыты. Поза покорная, но без слабости. White Claw колебалась. Командир ВОС наблюдал из командного центра, рука нависла над панелью окончательного разрешения. Одно слово означало бы смерть. White Claw шагнул ближе. Аарон протянул руку. Массивная голова существа опустилась. Контакт. Вздохи раздались по всем укрытиям. Нос White Claw коснулся ладони Аарона. Он не ударил. Он не убил. Он дышал. Аарон оставался совершенно неподвижным, пока электромагнитные усики сканировали его, читая так, как люди едва понимали. Медленно, осторожно, он провел другой рукой за слуховым гребнем существа и начал чесать. Глубокий рев прокатился по площади. Глаза White Claw прикрылись наполовину. Он прислонился к прикосновению. По всей станции существа, всю жизнь жившие в страхе, наблюдали невозможное. Человек спокойно гладит White Claw. И галактика больше никогда не будет прежней. Мы должны сохранять спокойствие, чтобы другие могли чувствовать себя в безопасности. Гул разносился по площади, пока Аарон Хейл оставался совершенно неподвижным, рука покоилась на массивной морде White Claw. Его биоэлектрические импульсы стихли, превратившись в мягкие искры, ритм почти как дыхание. По всей станции десятки глаз не сводили взгляда с каждого угла камеры. Некоторые не могли поверить в происходящее. Хищник, разрушивший колонии, положивший конец цивилизациям, теперь доверчиво лежал рядом с человеком. Элиас Мур едва мог дышать.
Каждый инстинкт кричал о опасности. Но что-то в поведении Вайт-Клоу говорило о понимании, а не агрессии. Аарон сделал то, чего не смогли бы достичь ни оружие, ни щиты, он показал понимание. Он опустился еще ниже, сев по-турецки на пол площади, все еще удерживая зрительный контакт. Вайт-Клоу повторил движение, положив массивную голову на колени Аарона. Гул стал глубже, мягко вибрируя по металлической палубе. Паника и ужас уступили место трепету и недоверию. Начальник службы безопасности РЕЛ оставался замороженным, челюсть сжата. Командир ВОС отдернул руку от панели разрешения на применение смертоносной силы. Даже представители Галактического совета на каналах связи замолчали, их бесконечные разговоры были заглушены невозможностью момента. Вайт-Клоу не атаковал. Он не был в ярости. Он был спокоен. Аарон продолжал издавать низкие, продуманные звуки. Каждый тон, каждая вибрация следовали схемам, которые он изучал месяцами. Они имитировали материнские вокализации вида, зафиксированные годами научных наблюдений. Пока другие люди не могли воспроизвести сигналы точно, опыт Аарона с земными хищниками позволял ему преодолеть коммуникационный разрыв. Для Вайт-Клоу он был знакомым. Безопасным. Медленно он начал осторожно чесать за слуховым гребнем точное, деликатное движение. Существо наклонилось ближе. Массивные когти шевелились, но не атаковали. Хвост мягко касался пола, раскачиваясь как маятник в тихом ритме. Из наблюдательного кольца Элиас наблюдал, как спокойствие Аарона сохраняется среди хаоса. Вся площадь стала сценой невозможного. Сотни застрявших гражданских оставались за прозрачными барьерами, неподвижные, наблюдая за сценой. Шепоты пробегали по толпе. Некоторые плакали. Некоторые нервно смеялись. Дети смотрели широко раскрытыми глазами, завороженные. «Он живой», — прошептала одна таранянская девочка, прижимая маленькую руку к усиленному стеклу. Вайт-Клоу загудел, почти в ответ. Визор Аарона мигнул с данными анализа. Частота сердечных сокращений стабильна. Напряжение мышц минимально. Биоэлектрические сигналы измерены. Все показатели указывали на самообладание, превосходящее человеческие пределы. Он знал, критический момент — терпение. Любая агрессия или страх с его стороны, даже дрожь, могли спровоцировать катастрофу. Вместо этого он выбрал понимание. «Животные», — мягко пробормотал он, — «скорее себе, чем кому-либо, даже хищники высшего порядка просто реагируют на окружающую среду и стресс. Страх усиливает агрессию. Спокойствие может ее снизить». Он поднял взгляд на массивное существо. Его светящиеся чешуи отражали все цвета огней площади. Несмотря на устрашающий размер и силу, оно все еще было юниором. И еще не полностью выросло. Движения, хотя и точные, выдавали неловкость подростка, неуверенные шаги, редкие паузы. Его оторвали от дома, изолировали, травмировали. Каждый удар о барьеры и исследование окружения были симптомами страха и дезориентации. Аарон снова заговорил, подстраивая низкие тоны для успокаивающего эффекта. Вайт-Клоу наклонил голову, проявляя любопытство, изучая его. Оно училось, обрабатывало информацию. Интеллект за пределами инстинкта сиял в его движениях. Каждый импульс, каждый шаг — это была сознательная реакция. Минуты шли. В командном центре ВОС РЕЛ и представители Совета затаили дыхание. Ни одно оружие не выстрелило. Ни один смертоносный дрон не активировался. Невозможное продолжалось. Элиас слегка дрожал. Он никогда не видел, чтобы человек подходил к опасности так. Ни солдаты, ни дипломаты, ни ученые. Только Аарон Хейл. Он почувствовал, что восприятие галактики меняется. Страх не должен был доминировать над инстинктом. Руки Аарона двигались медленно, ритмично. Поглаживание и прикосновения имитировали движение заботливой матери.
Гул Вайт-Клоу перешел в мягкую вибрацию, звук, никогда прежде не фиксированный. Камеры запечатлели момент с углами, делающими невозможное очевидным. Это было не приручение. Это было признание. Признание эмпатии. Толпа представителей видов, ранее охваченная ужасом, наклонилась ближе. Тронянская девочка, окрыленная, прижала руку сильнее к стеклу. Взрослые шептались друг с другом, переводя сцену в нечто, что могли понять их умы. Через культурные и видовые различия они увидели это: человек взаимодействует с хищником высшего порядка без страха. Аарон снова настроил тон, на этот раз ниже, почти шепотом в человеческих терминах, но резонируя с биоэлектрическим полем Вайт-Клоу. Он наклонился ближе, сохраняя зрительный контакт. Массивные когти существа расслабились. Хвост лениво скользил по палубе. Морда оставалась в его коленях. Наконец он мягко произнес фразу своим голосом. «Здесь тебе безопасно. Никто не причинит тебе вреда. Я не причиню тебе вреда». Глаза Вайт-Клоу, большие и отражающие, моргнули один раз. Потом снова. Усики слегка дрогнули. Элиас поднял руку к рту, чтобы скрыть комок в горле. Это работало. Самое опасное существо галактики откликалось на доброту. Терпение и понимание разрушали годы страха и травм. Начальник службы безопасности Рел медленно опустил оружие. Командир ВОС впервые за несколько минут выдохнул. Даже представители Совета наклонились вперед с интересом. Невозможное стало реальностью. Аарон осторожно двигался, размещая руки в паттернах, усиливающих спокойное поведение. Каждое прикосновение, каждое движение было намеренным. Постепенно Вайт-Клоу опустился, садясь рядом с ним. Массивная голова полностью покоилась на его коленях. Существо допустило доверие. Оно признало безопасное присутствие. Гулы усилились, низкая, ровная вибрация комфорта. Все мониторы фиксировали это. Каналы связи заполнились тихими комментариями. Никто не смел двигаться слишком быстро. Никто не смел громко дышать. Каждая секунда растягивалась в вечность. Аарон сохранял спокойную позу. Визор отображал биоэлектрические показания. Сигналы стресса падали. Сердечный ритм стабилен. Мышцы расслаблены. Существо, способное разорвать корпус станции, приняло его. Оно приняло доверие. ВОС, наконец восстановив самообладание, заговорил по каналу связи. Подготовьте протоколы сдерживания, но удерживайте смертоносные меры. Не действовать до приказа. Аарон молча кивнул. Существо гулко урчало, полностью успокаиваясь. Каждое существо в зоне укрытия выдохнуло, напряжение улетучилось. Из хаоса родилось спокойствие, не силой, а через эмпатию. Момент растянулся. Он стал историей сам по себе, транслируемой по станции. Члены экипажа делали мысленные снимки. Наблюдатели шептались. Человек один преодолел разрыв, считавшийся непреодолимым. Вайт-Клоу не был усмирен. Он выбрал принять. Элиас наконец сказал то, о чем все думали. Это меняет все. Аарон продолжал гладить массивное существо. Медленно, методично. Каждое прикосновение, каждая корректировка тона усиливала спокойствие, усиливала доверие. Это было начало новой эпохи для станции Кей-47, которая отразится по всей галактике так, как еще никто не мог предвидеть. Он снова прошептал. Страх — не враг. Понимание — вот что важно. Существо урчало, или что-то, близкое к этому, вибрируя глубоко в полу. Гул станции смешался с его биоэлектрическими импульсами. Спокойствие было восстановлено. Не оружием, не властью, а простым признанием. Хищника, как и всех существ, можно понять, если встретить его терпением, уважением и пониманием. И в этом спокойствии началась новая глава.
Мы должны понять его, прежде чем принимать любые решения о его содержании. Площадь постепенно возвращалась к состоянию осторожной нормальности. Экипаж и гражданские оставались за прозрачными барьерами, продолжая наблюдать за Аароном и Вайтклоу. Огромное существо, Рипли, теперь полностью расслабленное, покоило голову на коленях Аарона, а его тело занимало большую часть пола. Гул станции сливался с мягкими биоэлектрическими импульсами существа, создавая почти медитативный ритм. Трудно было поверить, что всего несколько мгновений назад здесь царила паника. Командир ВОЗ осторожно подошел к Аарону. «Нам нужен план», — тихо сказал он. Отсек сдерживания разрушен. Стандартные протоколы не сработают с существом такого размера и интеллекта. Аарон кивнул, продолжая сохранять спокойствие. Я изучал их социальное поведение. Юниоры вроде Рипли реагируют на знакомые сигналы и уверенность. Любая попытка успокоить или принудить их сейчас может разрушить доверие, которое мы построили. Нам нужны терпение, наблюдение и контролируемая среда. ВОЗ посмотрел на массивного хищника, все еще мирно лежащего, и проглотил комок. Мы ведем переговоры о первом контакте без прецедента. Я никогда не видел ничего подобного. Начальник службы безопасности РЕЛ присоединился к ним, но держался на осторожном расстоянии. «Вы уверены, что это безопасно?» — спросил он. «Все может пойти наперекосяк в любой момент». Аарон слегка улыбнулся. «Дело не в уверенности. Дело в том, чтобы создать условия, где страх не доминирует. Рипли реагирует, потому что я спокоен, потому что понимаю, что ему нужно. Если мы это уважим, мы сможем сохранить контроль». Тем временем на мониторах по всей станции показывались различные ракурсы взаимодействия. Экипажи наблюдательного кольца зафиксировали каждый момент, каждый биоэлектрический импульс, каждое едва заметное движение хищника и его обращающего. Отснятый материал, после обработки, будет распространен за пределы станции Кей-47, меняя восприятие галактики о возможном. Брент Хейл, сотрудник связи, уже начал каталогизацию записей. «Как только это дойдет до других колоний, это будет историческим», — пробормотал он себе под нос. «Это не просто выживание, это дипломатия, биология, психология, все в одном». Аарон продолжал тихо говорить с Рипли, модулируя голос и вибрации в гармонии с реакциями существа. Постепенно массивный хищник слегка поднял голову, наклонив ее в знак признания. Каждое едва заметное движение подтверждало, что доверие установлено. Это не было повиновением, это был выбор, добровольная связь. Командир ВОЗ подошел к консоли связи и инициировал защищенный контакт с Галактическим Советом. «У нас ситуация, требующая немедленного внимания», — сказал он. «Мы имеем дело с юниором вида Вайтклоу. Его удалось безопасно успокоить, никто не пострадал, но стандартные протоколы сдерживания недостаточны. Нужны указания». Ответ был немедленным, хотя осторожным. Представители Совета задавали вопросы, спорили, обсуждали риск. Некоторые требовали немедленной нейтрализации, ссылаясь на прошлое разрушение. Другие видели потенциал, признавая, что этот момент представляет собой беспрецедентный первый контакт с видом, считавшимся угрозой для секторов. Аарон оставался на площади, спокоен и сосредоточен, игнорируя шум. Рипли реагировал на его энергию, а не на разговоры по связи. Патриция Лорн, ведущая ксенобиолог станции, подошла с планшетом в руках. «Аарон», — тихо сказала она, опускаясь на колени рядом с ним, — «мы проанализировали поведенческие паттерны существа. Юниоры в этом возрасте, изолированные от родительской группы, крайне чувствительны к социальным сигналам разумных видов. Ваши методы вызывают измеримые реакции». Аарон кивнул. «Это не просто наука. Это наблюдение и адаптация. Понимание поведения, распознавание сигналов страха и комфорта — это то, чему люди обучались с хищниками высшего порядка на Земле тысячелетиями». Патриция посмотрела на массивного хищника. «Вы буквально применяете земные методы работы с животными к межзвездному хищнику высшего порядка.
Если это сработает, это изменит все. Аарон поднял взгляд. Уже меняет. Тем временем по станции эвакуационные коридоры освободились настолько, что небольшие команды могли подготовить временную зону сдерживания. Инженеры и ксенобиологи совместно использовали остатки грузового отсека, создавая укрепленные платформы и наблюдательные зоны, рассчитанные на размер Рипли. Каждое измерение, высота стен, расстояние между барьерами учитывалось по наблюдениям Аарона за поведением существа. Восс и Рел молча наблюдали. «Это беспрецедентно», — пробормотал Восс. «Мы не просто сдерживаем. Мы устанавливаем доверие. Новый подход». Брент, следя за каналами связи, заметил аномалию в электромагнитном спектре, сигнал повторялся в точных паттернах. Он наклонился ближе. «Аарон, показания биоэлектрического поля Рипли соответствуют чему-то, что мы никогда раньше не фиксировали. Как будто оно пытается общаться». Аарон слегка наклонил голову. «Покажи мне». Брент обработал сигнал, наложив паттерны на визор анализа Аарона. Это последовательность не слова, а информация. Мы видим не только поведение. Здесь есть намерение. Глаза Аарона сузились от концентрации. Оно пытается достучаться до нас. Это первая настоящая попытка коммуникации. Юниоры вроде Рипли часто служат проводниками социального обучения в своем виде. Если мы ответим правильно, мы сможем установить понимание. Командир ВОС выглядел пораженным. «Вы хотите сказать, мы можем с ними говорить?» Аарон медленно кивнул. Не языком, как понимают люди, а через признание, сигналы и поведенческие сигналы. Рипли уже демонстрирует, что доверие возможно. Если мы правильно смоделируем наши реакции, остальная часть вида последует. Станция замерла, осознавая значение происходящего. По секторам галактика давно боялась Вайт-Клоу. 7 колоний пали. Целые системы были блокированы. И вот один человек, преодолевающий пропасть, которую не смогли преодолеть века страха. Аарон отрегулировал позу, продолжая спокойные действия с Рипли. Каждое нежное прикосновение и выверенный тон усиливали комфорт существа. Биоэлектрические импульсы синхронизировались с его сигналами. Каждая секунда неподвижности укрепляла доверие. Патриция фиксировала каждое взаимодействие. Нам нужно сохранить эти данные. Это больше, чем первый контакт. Это шаблон межвидового понимания. Если этот протокол работает с Рипли, его можно применить к другим ведам, считающимся враждебными. ВОС снова подошел к Аарону. Нужно формализовать сдерживание, но осторожно. Не провоцируйте. Не пугайте. Не вмешивайтесь без необходимости. Взгляд Аарона оставался на Рипли. Это вопрос уважения, а не контроля. Если мы поторопимся, мы потеряем все. Но если будем действовать терпеливо, каждый вид сможет научиться сосуществовать с людьми. Часы шли, существо оставалось спокойным под наблюдением Аарона. Команда строили временную зону сдерживания, пока он демонстрировал техники поддержания доверия, чтения тонких сигналов и невербальной коммуникации. Каждый раз, когда Рипли реагировала положительно, в комнате раздавалось тихое восхищение. К концу дня станция достигла выдающегося результата. Юниор Вайт-Клоу комфортно расположился в новой среде, спокоен и доверчив. Экипаж понял, это не просто победа в сдерживании, это дипломатический прорыв. Элиас Мур подошел к Аарону. «Я никогда не видел ничего подобного», — признался он. «Ты не просто выжил, ты построил доверие. Ты превратил страх в сотрудничество». Аарон слегка улыбнулся. Страх — это по умолчанию. Понимание — это выбор. Сегодня мы выбрали понимание. Гул Рипли мягко разносился по полу, звук одновременно пугающий и прекрасный. Это напоминало, что даже самых страшных существ можно подойти, уважать и понять. Галактика стала свидетелем этого. И теперь волна доверия началась.
Когда огни станции приглушились на ночной цикл, Аарон остался сидеть, аккуратно гладя Рипли. Патриция Лорн систематизировала свои записи. Командир ВОС координировал действия с представителями Совета, формализуя подход к сдерживанию. Начальник службы безопасности РЕЛ следил за каждым доступом, обеспечивая безопасность существа, не подрывая доверия. И все это время Рипли оставалась спокойной, довольной и внимательной. Галактика начала видеть первый пример чего-то революционного. Понимание может быть сильнее оружия. Терпение может достичь того, чего не могут страх и сила. Связь может заменить разрушение. Первый шаг был сделан. Следующие шаги определят новую эпоху. И все началось с человека, который выбрал спокойствие вместо паники, сострадание вместо агрессии и понимание вместо страха. Каждое существо заслуживает понимания. Страх делает все опаснее. На следующее утро станция Кей-47 гудела активностью как никогда прежде. Человеческие специалисты, ксенобиологи и инженеры целеустремленно перемещались по коридорам, которые еще месяц назад наполнялись паническими сигналами тревоги. Рипли, теперь немного крупнее и увереннее, тихо следовала за Аароном, когда он руководил командой в рамках наблюдательных протоколов. Каждое движение и каждое прикосновение укрепляли хрупкий баланс доверия, который был установлен. Командир ВОС вошел на площадь Единства с группой старших офицеров. «Материалы уже достигли нескольких секторов», — сказал он, в голосе слышалось восхищение. Каждая крупная галактическая навозная сеть, каждый торговый хаб, они видели, что произошло здесь. Аарон, ты установил прецедент, который отзовется по всей галактике. Аарон кивнул, опускаясь на колени рядом с Рипли, чтобы почесать за слуховым гребнем. Дело не только в одном существе. Важно показать, что страх не должен определять нашу реакцию. Каждая встреча с видом может принести пользу терпением и пониманием. Патриция Лорн подошла с планшетом, заполненным оценками поведения. Мы каталогизировали реакции 47 видов, которые в настоящее время считаются враждебными. Многие из них демонстрируют паттерны, которые можно влиять через наблюдение, знакомство и методы построения доверия. Рипли — доказательство. Брент Хейл, следя за входящей связью, воскликнул с возбуждением. Мы уже получили запросы на человеческих посредников от 3 ранее изолированных видов — тарнбеков, глубоких шепотов и пчелиных. Все они десятилетиями оставались непонятыми. Галактика хочет, чтобы мы стали мостом. Аарон поднял взгляд. Именно поэтому нам нужно было действовать осторожно. Любой неверный шаг мог разрушить доверие Рипли за считанные минуты. Теперь мы можем использовать этот успех для разработки новых протоколов. Тем временем, на наблюдательных площадках команды безопасности следили за движениями Рипли. Каждое движение усиков, каждый небольшой сдвиг веса фиксировался тщательно. Даже те, кто изначально скептически относился к эксперименту, начали понимать, что это необычное сдерживание, это межвидовая дипломатия в ее чистейшей форме. Командир ВОС обратился к Аарону: нам нужно создать структурированный подход к применению людей с этими видами. Это больше не может быть импровизацией. На кону жизни, и это стало глобальной инициативой. Аарон задумчиво кивнул: согласен. Мы начнем с разработки рамок для оценки реакции страха, попыток коммуникации и социальных сигналов. Каждое взаимодействие должно сначала наблюдаться, затем вмешательство. Патриция добавила: мы можем интегрировать данные исследований хищников Земли, сочетать их с ксенобиологией и разрабатывать обучающие программы для каждого вида, классифицированного как враждебный. Рипли — наш прототип. По станции сеть связи засияла входящими запросами. Корабли из отдаленных секторов пришвартовались, привозя делегатов видов, желающих наблюдать и учиться. Впервые люди ценились не только за торговлю, военную мощь или дипломатию, их искали за способность к пониманию. Аарон проводил часы, демонстрируя безопасные методы взаимодействия. Он объяснял, как малейшие сигналы, наклоны головы, биоэлектрические колебания, поза могут указывать на стресс, любопытство или признание. Рипли, спокойная и внимательная,
показывала реакции на эти сигналы в реальном времени. Каждый специалист, офицер и стажер наблюдали с восхищением, ведя детальные записи и фиксируя каждую сессию. Тем временем командир ВОС координировал действия с представителями Совета. «Нам нужно формализовать программу межвидового взаимодействия», — сказал он. Люди, понимающие страх, коммуникацию и доверие, должны быть назначены к каждому виду, классифицированному как потенциально враждебный. Их успех здесь доказывает, что это возможно. Брент Хейл, анализируя данные с различных датчиков, заметил нечто замечательное. Аарон, биоэлектрическое поле Рипли адаптируется к присутствию наблюдателей. Даже при десятках видов, смотрящих на нее, юниор остается спокойным. Такой уровень социальной терпимости беспрецедентен. Аарон улыбнулся. Это доказательство того, что одни и те же принципы действуют универсально. Уважай страх, реагируй на сигналы и никогда не недооценивай интеллект. Даже то, что другие воспринимают как чистую агрессию, может быть неправильным пониманием стресса или неверной коммуникацией. Патриция добавила, наши предварительные модели показывают, что, применяя эти методы, мы можем сократить насильственные столкновения как минимум на 70%. Это больше, чем сдерживание. Это культурная и психологическая дипломатия. По всей станции дети и курсанты наблюдали за мирным взаимодействием Рипли с людьми. Родители фиксировали каждый момент. Образ огромного хищника высшего порядка, реагирующего на человеческое спокойствие, быстро распространился по сетям связи, меняя восприятие. Монстры больше не казались неизбежными, их можно понять, уважать и интегрировать. Аарон сделал паузу, размышляя о последствиях. Это только начало. Настоящий вызов — масштабирование этих методов. Один юниор, один наставник управляемо. Несколько видов, несколько особей. Это требует структурированного обучения, постоянной обратной связи и терпения. Командир ВОС кивнул. Мы создадим постоянные команды человеческих посредников. Разработаем протоколы, руководство, обучающие модули. Каждое взаимодействие должно быть задокументировано, каждая реакция проанализирована. Галактика зависит от этого. К вечеру Рипли уютно устроилась в укрепленной наблюдательной зоне, все еще внимательная, но отдыхающая. Аарон сидел рядом, анализируя паттерны реакций, зафиксированные в течение дня. Каждое малейшее движение, каждый едва заметный сигнал были записаны и сопоставлены с известными данными. Полученные выводы были прорывными. Брент подошел с защищенным коммуникатором. Аарон, несколько видов отреагировали на публичное распространение записей. Запросы на специалистов-посредников поступают от колоний, с которыми мы никогда не контактировали раньше. Ваши методы признаются стандартом. Аарон откинулся, осмысливая ответственность. Признание вторично. Цель — понимание. Если виды готовы сотрудничать на основе доверия, у нас есть шанс предотвратить конфликты, которые могли бы разгореться веками. Патриция добавила, и у нас есть данные, чтобы это подтвердить. Каждая реакция, каждый импульс и вибрация фиксируются. Мы можем прогнозировать и направлять взаимодействие с невероятной точностью. По всей станции офицеры, стажеры и специалисты практиковали методы, продемонстрированные Аароном. Каждый подход был методичен, медленно приближаться, считывать сигналы, реагировать на них и никогда не принуждать к взаимодействию. Рипли стала одновременно учителем и учеником, предоставляя обратную связь для этих начинающих посредников. К полуночи площадь Единства была тиха. Огни приглушились, станция мягко гудела, а Рипли спокойно отдыхала. Аарон размышлял о событиях последних дней, хаосе, страхе и зарождении доверия. Один человек, одно решение зажгли движение, которое охватило галактику. Командир ВОС тихо подошел. Ты изменил восприятие хищников в галактике, человеческих и иных. Это беспрецедентно. То, что ты сделал здесь, это история. Аарон кивнул, глядя на Рипли. История начинается с понимания. Страх заканчивается им же.
Галактическая волна продолжалась. Запросы на человеческих посредников росли. Ученые, ксенобиологи и дипломаты готовились к отправке. Инициатива понимания началась, а первым доказательством концепта стал юниор Вайт-Клоу по имени Рипли. Аарон потянулся и снова аккуратно почесал существо за гребнем. «Это будущее», — тихо сказал он. «Ни страх, ни сила, ни господство. Только понимание». Рипли ответила мягким, удовлетворенным гулом, звук разносился по площади. Галактика наблюдала, слушала и училась. И пока станция погружалась в сон, семена новой эры уже прорастали. Понимание соединяет всех нас. Каждое существо может стать другом, если дать шанс. Следующие недели на станции Кей-47 были совершенно необычными, чего галактика никогда прежде не видела. Аарон неустанно работал вместе с Рипли, обучая новые команды человеческих посредников, специалистов по поведению животных и ксенобиологов. Уроки были универсальны: терпение, наблюдение и доверие способны преодолеть страх, сохранявшийся веками. Каждая сессия превращалась в демонстрацию, каждая успешная попытка — в маленькую революцию. Рипли заметно подросла, но оставалась спокойной и доступной под руководством Аарона. Ее биоэлектрическое поле мягко колебалось, реагируя на тонкие сигналы человека. Каждый раз, когда студент приближался, Аарон аккуратно направлял его, рука медленно вытягивалась, глаза смягчались, голос оставался спокойным. Рипли отвечала гулом и легкими движениями, позволяя безопасно прикоснуться к ее чешуе. Эти демонстрации стали не только обучающими моментами, но и символом надежды для всей галактики. Командир ВОС наблюдал за операцией с наблюдательной площадки. «Аарон, ваши методы уже запрашивают в нескольких секторах», — сказал он. Колонии, находившиеся на грани насильственного столкновения, теперь просят наши команды человеческих посредников. Ваш успех с Рипли доказал фундаментальное: понимание может заменить страх. Патриция Лорн подошла с планшетом, заполненным собранными наблюдениями. Мы проанализировали поведенческие реакции каждого вида, взаимодействующего с людьми. Тарнбеки, глубокие шепоты, пчелиные — все они показали удивительную адаптацию при спокойном и взвешенном взаимодействии. Даже виды, ранее считавшиеся враждебными или непредсказуемыми, теперь демонстрируют паттерны, указывающие на возможность сотрудничества. Аарон кивнул. Дело не в приручении. Дело в уважении. Страх усиливает конфликт, а понимание создает решение. Рипли — напоминание об этом. Юниор, оторванный от дома, испуганный и растерянный, стал нашим учителем. И урок универсален. Брент Хейл просмотрел последнее сообщение. У нас есть отчеты из удаленных колоний. Ваши методы влияют на дипломатию, торговлю и культурный обмен. Другие виды теперь задаются вопросом, является ли враждебность врожденной или результатом недопонимания. Людей начали видеть как посредников, а не только как торговцев или солдат. На площади появились 3 взрослых Вайт-Клоу, чтобы навестить Рипли. Они внимательно наблюдали, сканируя окружение и сразу узнавая юниора. Взаимодействие было мягким, почти семейным. Студенты и стажеры наблюдали, делали заметки и записывали каждый момент. Демонстрация была не просто уроком по обращению с животными, это был урок дипломатии, эмпатии и доверия. Аарон обратился к собравшимся на площади студентам. Наблюдайте за поведением, фиксируйте реакции и никогда не предполагайте, что агрессия намерена. Важны паттерны, важен контекст и, самое главное, страх не должен руководить вашими действиями. У каждого вида есть своя форма общения, и как только вы научитесь ее распознавать, открываются двери к пониманию, ранее закрытые. Один молодой кадет спросил, а что насчет видов, которые действительно опасны? Что, если доверие не сработает? Аарон мягко улыбнулся, не каждое взаимодействие будет успешным. У некоторых видов инстинкты слишком сильны, чтобы их преодолеть. Но даже в таких случаях понимание их поведения позволяет нам минимизировать риск.
Мы не можем предотвратить всю опасность, но можем избежать большинства ненужных конфликтов. Уважение и осознанность – инструменты столь же необходимые, как любое оружие. Патриция добавила, данные это подтверждают. Большинство так называемых враждебных столкновений происходит из-за недопонимания или реакции страха. Применяя эти методы, мы можем сократить конфликты и стимулировать сотрудничество между цивилизациями. Это беспрецедентно в истории галактики. По всей станции офицеры и стажеры практиковались с Рипли, используя методы, отточенные Аароном. Каждое взаимодействие записывалось для анализа, а обратная связь использовалась для улучшения тренинга. Спокойствие Рипли стало стабилизирующей силой, показывая, что даже самые опасные существа могут безопасно взаимодействовать при терпении и понимании. Командир ВОС обратился ко всему персоналу через коммуникационную сеть. Станция Кей-47 теперь является стандартом для межвидового контакта. Человеческие посредники будут отправляться по всей галактике на основе методов, продемонстрированных здесь. Мы становимся свидетелями смены парадигмы. Страх больше не определяет наш подход, понимание делает это. Аарон сидел рядом с Рипли на площади Единства, наблюдая, как дети разных видов осторожно подходят, направляемые инструкторами. Руки прикасались к чешуе, пальцы ощущали тепло, и воздух наполнялся довольным гулом. Родители фиксировали эти моменты, удивляясь гармонии, пришедшей на смену страху. Брент Хейл передал Аарону планшет с обновлениями от инициативы понимания. Запросы поступают от 47 видов, ранее классифицированных как враждебные. Команды готовятся к поездкам в отдаленные системы. Ваши методы теперь являются основой протоколов первого контакта по всей галактике. Аарон задумчиво кивнул. Все началось с одного испуганного юниора и решения не реагировать страхом. Теперь мы создаем системы, чтобы каждый вид получил шанс быть понятым до того, как будут сделаны предположения. Взрослые Вайт-Клоу вернулись к наблюдению. Рипли подошла к ним, терлась и отвечала на тонкие сигналы. Студенты с восхищением наблюдали, видя своими глазами, что доверие можно воспитать даже у видов, считавшихся угрозой на уровне вымирания. Урок был ясен, страх лишь ограничивает возможности. Понимание их создает. Командир ВОС подошел к Аарону. Галактический совет официально перестраивает протоколы первого контакта. Люди будут служить постоянными посредниками для каждого вида, классифицированного как враждебный или неправильно понятый. Ваши методы будут институционализированы. Вы изменили подход галактики к взаимодействию. Аарон посмотрел на Рипли, которая мягко гудела, чешуя мерцала в окружающем свете. Мы только начали. Еще столько предстоит сделать, столько видов понять, столько отношений построить. Но это начало, которое имеет значение. Патриция улыбнулась, эффект уже проявляется. Колонии, ранее полагающиеся исключительно на оборонительные меры, теперь рассматривают кооперативные стратегии. Торговые пути становятся безопаснее, происходят культурные обмены, а изолированные виды теперь добровольно выходят на контакт. Брент добавил, записи с вами и Рипли стали вирусными по всей галактике. Не как зрелище, а как доказательство концепта. Виды, правительства и колонии начинают понимать, что насилие — не единственный вариант. Аарон снова опустился на колени, мягко почесав Рипли за гребнем. Это урок, который мы должны были преподать. Каждое существо, каким бы опасным оно ни казалось, имеет природу, которую можно понять. Страх — выбор. Доверие зарабатывается терпением и наблюдением. День завершился, и площадь Единства успокоилась. Корабли швартовались и отправлялись, неся обученных посредников на отдаленные миры. Начались новые инициативы, включая долгосрочные исследования поведения видов, культурные обмены и совместные проекты по сохранению природы по всей галактике. Когда Аарон и Рипли в последний раз прошли по площади вечером, Аарон размышлял: один человек, одно решение, один акт смелости и терпения вызвали движение, изменившее галактику. Страх больше не правил. Понимание становится нормой. Рипли мягко гудела, касаясь Аарона, пока они шли.
Дети, студенты и офицеры наблюдали в уважительном молчании, усваивая урок через наблюдение, а не через наставление. Человечество нашло свое место не через господство, а через проницательность и эмпатию. Аарон посмотрел на звезды через обзорные окна станции. Галактика больше, чем мы когда-либо представляли, и у каждого вида своя история, свои потребности, свои страхи. Но теперь, возможно, теперь мы можем встречать это все с пониманием вместо паники. Рипли потянулась, расслабилась и посмотрела на Аарона, глаза сияли признанием и доверием. Один акт сострадания вызвал изменения на бесчисленных мирах. Понимание распространяется шаг за шагом. Галактика вновь усвоила урок, который забыла на тысячелетия: страх разделяет, понимание объединяет. Аарон тихо прошептал: «Мы продолжаем пытаться, Рипли. Один вид за раз, один терпеливый подход за раз». Станция мягко гудела вокруг них. Жизнь продолжалась, цивилизации начали сотрудничать так, как никогда прежде, а человечество стало мостом, превращающим страх в знание, изоляцию в диалог, а хаос в доверие. Площадь единства светилась под искусственным освещением. Рипли довольным гулом выражала свое состояние, а Аарон аккуратно чесал ее за слуховым гребнем. Снаружи корабли отправлялись, неся специалистов, готовых изменить удаленные миры. Внутри люди, пришельцы и хищники учились, что порой самым смелым поступком является просто протянуть руку к неизвестному и обнаружить, что неизвестный не монстр, а сосед, нуждающийся в понимании. И так галактика продолжала меняться, один терпеливый подход за раз.